Всем привет, с вами Дэн, и как видите, Сталинград, а это первый или один из первых китайских микробрендов, которые вышли на Озон, чтобы торговать напрямую в России. Вот реально бренд просто сделал удобную покупку для россиян, вот так реально и нужно делать. Это круто, за это им, конечно же, огромный респект, и я вижу, что коробочка в этой версии, по крайней мере, какая-то другая стала. Она стала просто-таки огромной. Ну, давайте открывать скорее и смотреть, чего там у нас внутри. Опа, ничего себе. Тряпочка у нас здесь красная. Ну что ж, в тему. Значит, кстати, я их брал как раз-таки на Озоне. Это вот у нас для замены укорачивания браслета, да, замены. И дошло где-то за 11 дней. Короче, я так понимаю, что примерно 15 дней, если брать именно через Озон эти часы. И что самое прикольное, кстати, нифига себе коробочка. Самое прикольное это то, что цена на Озоне такая же, как и цена на официальном сайте. Ну, здесь у нас такой вот кейсик, да. Опа. О, нифига себе в комплекте какой кейс, в котором не стыдно и часы хранить на постояночке, а? Блин, прикольно, на Алишке такие продают там за пару тысяч, мне кажется. Так, значит, здесь аж прям нифига себе упаковано, конечно, все прям фабрично. Фабрично, давайте вскрывать, давайте смотреть. Это новинка, это новая модель, прилетела мне вот прям супер оперативно. Сталинград Волга Defender, ну то есть защитник Волги. Давайте сейчас мы все пленочки с вами поснимаем и дальше уже продолжим знакомиться. Итак, часы я распаковал, и вот такой у нас зелененький вариант. На самом деле вариантов там довольно-таки много по расцветке, и это правильно. Бренд Сталинград я, по-моему, первый раз на канале показал лет 6, а то и 7 назад. И вот он, собственно, вернулся в мое поле зрения, и он, более того, вышел на российский рынок, прям причем полноценно. За это, конечно, уважуха ребяточкам, и вот так, в общем, нужно и делать, а не писать какие-то отписки типа, как там тот же Фойбас мне написал, типа, ну, платежей нет, ну и как бы до свидания. В общем, до свидания, да, а Сталинград с моделью Волга вышел на Озон, 19 тысяч рублей, как я сказал, доставка там 10-15 дней, в пункт Озона вы их получаете, это прям ништяк. Миота 8215 стоит в этих часах, 42 часа запас хода, кастомный ротор Сталинград внутри, 100 метров защиты, сталь 316L по корпусу и по браслету, японский люминофор здесь, что, кстати говоря, не часто. Безель на 120 кликов, керамическая вставка на безель, сапфировое стекло, внутренний антиблик есть и звезда на заводной головке. Ну что ж, такой бренд, который сделали, как мне кажется, изначально такой, типа, да, для фанатов России, СССР, да, и теперь он больше, наверное, даже уже для рынка России. Вот. Хотя, в принципе, продается-то он в любую страну мира. Ну что ж, как видите, здесь такое объединение. Стрелки явно от Тюдора, естественно, снежиночка у нас, да, циферблат тоже ближе к Тюдору, а вот все остальное здесь уже ближе, наверное, к Ойстеру, да, крупный такой корпус Ойстер, поэтому такое вот соединение. Ну, а что касается браслета, ну, браслет вообще совершенно самостоятельный, такой вот двухзвенный, с такой гантелькой посередине, кстати, очень мягкий с нижней части. Сатинирование у нас, зеркальная полировочка по центральному звену. Слушайте, мне прям нравится. Берешь его, он как шелк выходит. Браслет хорош. Браслет прям пушечка. Пушечка. Застежка, конечно, штамповка на двойном фиксаторе. Есть такая небольшая поднастроечка. Хотелось бы уже, конечно, видеть литую. Давайте по... Значит, размером посмотрим. По безелю у нас 42,4. По корпусу, думаю, немножечко больше будет. 43,4. Высота 13,4. Но стекло здесь немножко возвышается над корпусом. Где-то на миллиметр полтора. Оно такое купольное. Плюс есть еще циклоп, который тоже возвышается. Да? И что касается, значит, браслета. 20 у нас 21, так что не каждый ремешочек подойдет. И от ушка до ушка, ушки достаточно длинные, 48,8, ну 49. Давайте посмотрим мое запястье 18,5 в обхвате.
Сидят они прям очень приятно, потому что, как видите, корпус плоский, корпус такой немножко расходится по запястью, как бы, да, он такой крупный, но при этом приплюснутый. И ушки, видите, они хоть и длинные, но они сразу так загибаются. И очень приятно сделан браслет, вот первое звено, оно как раз здесь вот мама, да, дальше папа у нас тут заходит, и поэтому ничего не торчит, кстати, зазоры маленькие, и удачно первое, второе звено прям вот по запястью идет. Поэтому, несмотря на то, что размер вроде бы как бы такой средненький, даже средний плюс, я бы сказал, а по посадке очень удобный, по посадке прям хорошо. То есть такие хорошие, крупные, универсальные дайверские часы, мужские, разные цвета есть. Мне понравилась вот эта версия с темным зеленым циферблатом и черным керамическим безелем. Мне кажется, очень даже удачный. Разные можно посмотреть, но здесь приятный оттенок. Он такой и не супер яркий какой-то, он больше какой-то травяной, да. Но при этом есть эффект небольшой солнечных лучей, как мне кажется, и на солнце они, конечно, прям вот как пушка, они прям притягивают к себе взгляд. Очень приятно. Ну и опять же, если мы говорим про Volga Defender, да, защитник Волги, хотя они, в принципе, в описании уже больше говорят просто, что это часы посвящены реке Волга. Вот. Здесь тоже, как мне кажется, расцветка такая немножко в тему. Безель. Ух ты! Слушайте, ну моща, прям мощный безель, очень уверенный, очень четкий такой, да. Хват у него прям плотный. Он зализанный, да, вот как вот Сейка любит делать, то есть нигде ничего царапаться вообще абсолютно не будет, он очень гладкий, и корпус гладкий, и браслет гладкий, и безель гладкий. В этом плане, конечно, ближе, наверное, да, вот к такой вот японской традиции, я бы сказал, то есть вот очень гладко все. Брать поэтому не самая удобная задача, ну 100 метров от защиты, поэтому вы все равно нырять с ними не будете. В повседневе, на спорт, на море, да, там не глубоко можно будет загрести руками, это окей. Поэтому в плане повседневности здесь как раз таки максимально удобно сделали. И за это как раз таки, на мой взгляд, плюс. Слушайте, ну... Давайте посмотрим по корпусу. Да, он здесь такой вот именно Oyster стиль, с зеркальной полировкой по боковой части, сатинирование сверху, крупная заводная головка, безель тут зеркальной полировочкой есть, меточка есть, метки накладные. И они такие, опять же, в тюдоровском стиле, в стиле Пелагос, нет никакого обрамления. То есть они такие трехмерные, трехобъемные, и в целом тоже такой объемный получился циферблат в немалой степени из-за того, что скошенный внутренний рант и вот эти вот объемные такие метки. И читаемость, конечно, в таких часах всегда на высоте. И я еще вижу, что очень даже приятненько здесь увеличивает циклоп дату. То есть дата достаточно крупная. В общем, любители даты должны порадоваться такой ситуации. Ну и безель тоже блестит. Такой яркий, сочный очень. И керамическая вставка здесь, конечно, решает и тоже отвечает за такую некоторую яркость. То есть цифры, если немножко сдержанные, то циферблат вот так вот прям добавляет здесь праздничка, да, вот в этих часах. Ну, в принципе, а почему бы и нет. Задняя крышка у нас завинчивается. Кастомный ротор есть. Нет быстрой замены по браслету. Жаль, хотелось бы его иметь. Ну, как бы что есть, то есть. Давайте посмотрим, что у нас по весу. По весу на полном браслете 188 грамм. И если говорить сколько про запас по звеньям, то от моего запястья... Вот это красавчики. Слушайте, здесь сантиметров 5, а то и 6. То есть на любую, даже самую большую брутальную лапу эти часы налезут. Это, конечно, хорошо. То есть молодцы. Потому что нестандартные звенья, опять же, нигде не найдешь вот лишний раз. Это правильно. Это они сделали хорошо. Ну что ж, давайте посмотрим теперь уже и макро. Так, объемные у нас здесь меточки. Логотип Сталинграда мне всегда нравился. А здесь он прям хорошо в тему идет. Безель. Сатинирование. Боковая часть очень приятно сделана по корпусу. Браслет радует. Боковая часть тоже зеркальная. Такой, ой, браслет прям прикольный. Браслет хороший. Мне нравится.
Ну и задняя крышка прозрачная. Слушайте, ну качество здесь, как говорится, на месте. Ну что же, вот такая модель Volga Defender от Stalingrad, которую можно взять на Озоне, и цена, качество, мне кажется, здесь на высоте. Очень сбалансированная модель, опять же, можно подобрать под себя цвет циферблата, но, в принципе, вот мне эта версия кажется наиболее сбалансированной, такой интересной. И корпус, циферблат, браслет, здесь все очень даже неплохо сочетается. Да, определенные элементы заимствования хомажности здесь есть, но в целом эти часы сами по себе, потому что здесь нет, вот если в комплексе их рассматривать, да, здесь это вполне себе самостоятельная модель. И цена достаточно, опять же, приятная. Поэтому мне модель понравилась, она реально классная. Бренд нацелился на российский рынок, поэтому ваши комментарии особенно важны. Чего вы ждете от него, какие модели хотели бы получить. И пишите, насколько вот удобно вам на Озоне, например, брать, если вы уже брали Stalingrad. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.